И всех приветствую, дорогие друзья, на канале Packmaker. С вами, как всегда, я, Михаил. В этом видеоролике я расскажу про такую новость, как конвой поддержки выделенных серверов, Eurotrack Simulator 2 и American Truck Simulator. С момента выхода конвоя нашего собственного многопользовательского режима для Eurotrack Simulator 2 и American Truck Simulator мы вносили небольшие обновления для дальнейшего улучшения игрового процесса. Сегодня мы рады сообщить, что поступило столь востребованное дополнение, возможность размещения выделенных серверов. Итак, каковы основные различия между размещенными выделенного сервера и просто созданием сеанса конвоя через главное меню? Одним из самых больших преимуществ размещения выделенного сервера является то, что ваши сессии всегда будут запущены даже без игроков в сети, в отличие от конвоя, который нужен хост. Это означает, что игрок может свободно присоединиться к сеансу, чтобы продолжить свою работу, снова свободно уйти, когда им нужно, не беспокоиться, не беспокоить. Также можете запустить выделенный сервер, не имея права собственности на игру или DLC. Еще одним преимуществом является то, что вам не нужно выпускать сервер и свой компьютер. Вы можете запускать сервер автономно вне клиенте Steam без пользовательского интерфейса, не арендованном или неоплаченном сервере, принадлежащий хостингу компании. Кроме того, также можете загрузить инструмент через клиент Steam консоль или Steam KMD, который предоставляет собой версию клиента Steam для командной строки. Его основное назначение — установка и обновление различных выделенных серверов, доступных в Steam, с помощью интерфейсных командной строки. При желании вы также можете разместить несколько экземпляров, однако при этом учитывать специфика вашего сервера или системы. Еще одно важное замечание, которое мы хотим бы включить, заключается в том, что выделенные сервера не обрабатываются пробиванием NAT, однако сеанс, скрытый из NAT, еще можно найти с помощью функции прямого поиска. Если вы впервые настраиваете или используете выделенный сервер, мы понимаем, что это может показаться немного сложным или обременительными. Вот почему мы включили некоторые документы и файлы readme в пакет выделенного сервера, который включает информацию о том, как начать работу, и важные команды, которые помогут вам получить нужный контент на вашем сервере. Мы надеемся, что это поможет вам при настройке в первый раз. При настройке выделенного сервера ETS2 или ETS также важно создать список известных игроков в файле конфигурация. Это даст перечисленным игрокам административные элементы управления, которые предоставляют им возможность модерировать игроков на сервере. А если хотите поддержать канал, а также получить классный бонус, например, доступ к файлам с записи видео, то можете оформить спонсорку на Boosty. Спасибо. Готовы приступить к работе? Инструмент выделенного сервера теперь доступен как для Eurotrack Simulator 2, так и для American Truck Simulator, который вы можете бесплатно загрузить из клиента Steam. Если вы не являетесь владельцем игры, приложение для выделенного сервера не будет отображаться в списке доступных инструментов. В этой ситуации вам необходимо использовать Steam KMD для установки с указанием ниже идентификатором Steam. Идентификатор выделенного сервера Eurotrack Simulator 2 1 9 4 8 1 6.0. Идентификаторы выделенного сервера American Truck Simulator 2 3 9 5 3 0. Мы с нетерпением ждем возможность увидеть, как вы творчески подходите к работе со своими выделенными серверами, и желаем вам много миль счастливых совместных перевозок. Однако, пожалуйста, имейте в виду, что это первая интеграция, что может быть несколько ошибок или вещей, которые требуют настройки. Мы также планируем предоставить вам более широкие инструменты и функции модерации в будущих обновлениях. Однако на данный момент вся функция стандартного выделенного сервера должна быть доступна. Если у вас есть какие-либо отзывы, мы будем рады услышать их на наших официальных форумах. Ну что ж, вот такая новость была насчет, получается, конвоя поддержки выделенных серверов. А с вами был, как всегда, я, Packmaker. Не забывайте выполнять действия, которые сейчас видите на экране. Мне лайк, колокольчик, подписка на канал. Всем пока. Как всегда, ссылочка на данный пост будет в описании данного видеоролика.